В этом видео о мифах, которые окружают фортепианное искусство. Начинающим любителям часто кажется, чтобы стать пианистом, нужно либо родиться с гениальным даром, либо проводить за инструментом по 10 часов в день. Но правда ли это? Я дам слово чату GPT, нейросети и виртуальному ассистенту. Я процитирую самые популярные мифы, которые с давних времен ходят вокруг музыкантов и игры на фортепиано в любительской среде, а чат даст свои логичные и неожиданные опровержения. Первый миф звучит так: фортепиано только для одаренных. Опровержение от чата: трудолюбие важнее таланта. Профессиональные пианисты часто добивались успеха благодаря упорству и практике, а не какому-то мифическому дару. Не густо, конечно, но я с ним согласна и снимала об этом видео. В этом видео о двух основных подходах к самостоятельным домашним занятиям музыканта и их различиях. Как работать музыканту дома, о задачах музыкального самообразования, самовоспитания, о самообразовании великих композиторов, скрипачей и пианистов прошлого, а также о самооценке и необходимости поднятия самооценки музыканта на примере случая пианиста и композитора Сергея Васильевича Рахманинова, который говорил, мол, мучаюсь от того, что плохо играю. Второй миф: надо садиться за рояль на полдня, чтобы успеть позаниматься со всеми произведениями репертуара, которые в работе на данный момент. Опровержение: важно качество, а не количество. Многочасовые репетиции без цели и концентрации могут привести к усталости и выгоранию. Грамотно выстроенные 2-3 часа практики часто намного эффективнее бессмысленных 10 часов. 1-2 часа на сконцентрированную проработку эффективнее, чем бессмысленное играние по полдня. Рассказывала об этом видео про план вашего домашнего урока, сколько и как заниматься на фортепиано, как учить на память нотный текст, нужно ли играть гаммы, арпеджио, аккорды, упражнения. В этом видео про структуру проведения самостоятельных каждодневных занятий, над чем работать, про чтение нот с листа, про работу над техническими упражнениями, про выбор репертуара и так далее. Третий миф: фортепиано безнадежно отсталое искусство. Опровержение чата звучит так: вы уже слышали о концертах с электронными инструментами и импровизацией. Фортепиано все еще остается неотъемлемой частью современной музыки. На этот миф у меня есть свое развернутое видео размышления на 7 минут. В нем о том, зачем мировому искусству фортепианная культура. Неужели фортепианное исполнительство уже никому не нужно? О том, что фортепианная культура состоит из 3 частей: фортепианная литература, музыка, которую исполняют, фортепианное исполнительство, без него музыка не прозвучит, и фортепианная педагогика. Четвертый миф: всегда надо играть только то, что написал композитор. Импровизация была одной из основ искусства барокко и классицизма. Музыкант свободен в создании чего-то нового. Не густо ответил. На эту тему я иллюстрировала и размышляла в видео «Что я поняла о развитии техники пианиста за 30 лет». Пятый миф: все пианисты автоматически умеют сочинять музыку. Игра на фортепиано и сочинение – это разные навыки. Многие выдающиеся пианисты исполняют произведения других авторов, не создавая своих композиций. Композиторство требует не только владения инструментом, но и знания теории музыки, гармонии, полифонии, инструментовки, вдохновения и практики. Кто еще сомневается, что дают эти дисциплины, советую к просмотру это видео. Шестой миф: играть на фортепиано нужно начинать с детства, иначе успеха не добиться. Многие великие пианисты начинали свою карьеру уже во взрослом возрасте. Важен не возраст, а регулярность занятий и подход к обучению. Даже в 40 лет можно добиться потрясающих результатов, если заниматься с увлечением и правильной методикой.
Своим мнением делюсь в видео про поздний музыкальный путь. 7-й миф. Если у вас маленькие или короткие пальцы, вы никогда не сможете хорошо играть. Опровержение от чата. Длина пальцев не определяет талант. Например, Рахманинов обладал большим размахом, но пианисты с меньшими руками, такие как Клара Шуман, также добивались высот и остались в истории. Главное – адаптировать технику под свои особенности. Про руки пианиста у меня целый плейлист. В нем обо всем, от разбора идеальных, так скажем, рук, хиромантии, неправильной постановки, переигранности и зажатости, до профессиональных заболеваний рук пианиста. Очень советую. 8-й миф. Только дорогие рояли позволяют играть профессионально. Инструмент, конечно, имеет значение, но даже на стареньком пианино можно развить технику и музыкальность. Главное – желание заниматься. Дорогие рояли помогают раскрыть звук, но не заменяют твой труд. У меня есть очень прикольное видео о видах пианино и роялей. В нем про виды дизайна, исторически сложившиеся в производстве фортепиано, про самые дорогие модели в мире, рейтинг компаний, выпускающих фортепиано, про новомодные решения в дизайне и судьбу фабрики «Красный Октябрь». 9-й миф. Играть по нотам легче, чем на слух. Эти два навыка совершенно разные. Чтение с листа требует концентрации и знания нотной грамоты, а игра на слух развивает память и интуицию. Оба подхода требуют времени и усилий, и один не обязательно проще другого. На видео про чтение с листа также оставлю ссылку. 10-й миф. Если вы делаете ошибки, значит вы плохой пианист. Ошибки – это часть обучения. Даже профессионалы допускают ошибки на концертах. Главное – умение справляться с ними, сохранять музыкальность и продолжать выступление. Ошибки учат лучше, чем идеальная игра. И про это есть видео, где вы уже сможете оценить, согласиться или опровергнуть мое мнение по этому поводу. Также видео о существовании двух типов отношения к ошибкам во время работы над музыкальным произведением на фортепиано. И мнение об этом известных фортепианных педагогов, таких как Карл Леймер, Самарий Ильич Савшинский и Григорий Михайлович Коган. 11-й миф. Нужно идеально выучить одно произведение, прежде чем двигаться дальше. Застревание на одном произведении может замедлить развитие. Лучший подход – сочетать изучение нескольких произведений разного уровня сложности. Это помогает развивать разнообразные навыки, технику и музыкальное мышление. Вопрос повседневных ошибок пианиста я разбираю в этом видео, а про выбор репертуара говорила в видео о плане домашнего урока. Отдельно у меня несколько видео о том, как учить музыкальное произведение и на какие этапы делить свою работу. К чему мы пришли? ChatGPT снова доказал, что игра на фортепиано – это не магия и не привилегия избранных, а труд, доступный каждому. Так что ваш успех зависит только от вас. Я же нашла в этом и эротику, и телепатию, и коварство астральных сил. Так что советую к просмотру это видео, если вас интересует, что будет с пианистом спустя базовый уровень обучения, что такое сознательное и бессознательное пианиста, какая главная цель действий пианиста и при чем здесь эротика. Напишите в комментариях, какой миф вас удивил больше всего. А если у вас есть свои мифы, которые вы хотите обсудить, смело делитесь. Может, сниму продолжение. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!